Ну а самый главный минус данных моделей это... Всем привет! Вы на канале Toy House, и сегодня, как вы любите, разговорный будет видос. И поговорим мы с вами о моделях Технопарк, а также сравним их с моделями именно в 43-м масштабе от компании Диагостини. Покажу вам разницу, померяем все с вами, сравним. Вот линейки приготовил, а то многие не понимают меня. Ну, и я многих, может быть, не понимаю, да, на некоторые вопросы вам постараюсь сегодня в этом видео изложить, так сказать, ответы, ну, либо не ответы, даже свое мнение. Так, ну-ка, давайте сдвинем немножечко камеру, вот так вот. Что ж, смотрите, есть такая фирма, называется она Технопарк, кто не знает, и изготавливает она машинки. Все-таки не модели это, а больше, конечно же, игрушки, но почему я делаю на них обзор? Это такая, так сказать, альтернатива для тех, кто только-только начинает какое-то коллекционирование моделей. Это неплохая альтернатива, вот честно сказать. Тем более с каждым годом модели от Технопарк только улучшаются. Сейчас я вам вот так вот покажу, видите. Здесь, как написано, машина металлическая. ГАЗ-2402 Волга, ретро-автомобиль, милиция, желтая, длина 12 сантиметров, свет и звук, открываются двери, багажник и инерционный механизм. Итак, для тех, кто, в общем, только начинает собирать машинки, это, в принципе, нормальный вообще вариант, вот честно могу сказать, потому что модели сейчас конкретно, вот, например, от Диагостини, это, ну, самый такой бюджетный, да, вариант получается, это 1000 рублей они стоят. Вот есть журнальная серия, пожалуйста, можно подписаться. В общем, там, по-моему, 999 что ли, рублей, если я не ошибаюсь, сейчас цена. Эти машинки можно купить и за 300 рублей, в принципе. Поэтому, если вы хотите, например, в коллекцию себе Волгу, то, пожалуйста, можно приобрести. По факту, ну, довольно-таки похожа она. Есть, конечно, какие-то свои минусы, соответственно, да, так как это все-таки не масштабная модель. Но, тем не менее, мы получаем открывающиеся двери, открывающийся багажник. Все как было, в принципе, у советских моделей. Но у них еще у некоторых открывались и задние двери. Сейчас задние двери очень мало у кого открываются. Есть другие фирмы, например, есть фирма Автопанорама, да, есть фирма Автогрант, ну что-то они сейчас вообще новинок не выпускают, я давно не видел по поводу Автогранта, а Автопанорама в основном выпускает зарубежные марки автомобилей. Вот, поэтому Технопарк нам предоставляет выбор вот именно таких отечественных автомобилей, которые мы привыкли видеть на дорогах нашей, так сказать, родины, да. В общем, здесь идет инерционный механизм, соответственно, у данных моделей. Открываются двери, как я сказал. Снизу нету особо никакой проработок. У любых моделей, в принципе, от Технопарка нету снизу проработки никакой. Потому что здесь стоит динамик и здесь стоят батарейки. У некоторых здесь отсутствует, да, динамик и батарейки. Но вот это вот, так сказать, пустая панель, она все равно будет присутствовать. У данных моделей есть свет и звук. Это тоже как бы плюс. Ну, в целом, как бы я уже снимал обзоры на данные модели. Но и по масштабу. Это, конечно же, не 43-й масштаб. Заявлено там 12 сантиметров. Сейчас мы с вами измерим, реально ли 12 сантиметров данная модель, либо чуть больше. Ну, скорее всего, будет 12. Ну, вот смотрите. В принципе, от бампера до бампера, ну, почти 12 сантиметров. Может быть, я не так поставил, да, линеечку. В общем, в принципе, 11,5, ну, около 12 пусть, да, округлим, будет около 12 сантиметров. В общем, смотрите, в 43-м масштабе модель будет меньше, конечно же. Она 10, даже, ну, пусть тоже округлим чуть-чуть, будет 10,5, да, 10,5. В общем, вот. И есть у меня еще масштабная линейка от Мачете, который переводит сразу, в общем-то, модель у нас в метры. Очень удобная вещь для моделиста. Находим наш масштаб, вот 1,43, и здесь будут сразу в метры идти. Давайте померим вот эту Волгу сначала.
она у нас получается, ну, пусть будет 4,5 метра, но я уже точно не говорю. В общем, вы можете сами, да, видеть, вот если от бампера до бампера чуть больше, 4,7. Это в метры я уже перевел, ребята. Здесь у нас получается почти 5 метров. В общем, разница очевидна, да, как бы, ну, пусть на полметра данная модель у нас больше. В общем, первое, масштабы не совпадают. Второе, посмотрите детализацию. Соответственно, вот эта модель у нас от Diagostini. На них, в принципе, есть обзоры отдельные на канале, если что, вы посмотрите на все эти модели. Ну, в общем, я вам так вот разницу показываю просто визуально, чтобы вы понимали проработку, соответственно, даже, вот видите, клыки на бампере здесь как сделаны, и, соответственно, здесь как сделаны. Причем модели от Diagostini не ставят в первую линейку по детализации. К ним тоже очень много, так сказать, предъяв от моделистов, да, там не соответствует, тут не соответствует, но это уже как бы можно дело поставить на полку и, соответственно, собирать. Мне очень они нравятся модели, тем более тоже очень как бы пошли довольно-таки, ну, неплохие модели. Вот сравнивать вот даже вот эту Волгу, например, это более такой, ну, недавно выпустили, так сказать, а вот это вот была модель из серии «Автомобиль на службе». Вот видите, они как отличаются прям все равно и по передней части, и даже по салону. Здесь просто черный салон, а здесь у нас уже салон в коричневом цвете. Есть у нас, соответственно, шашечка на крыше. Такси здесь у нас отсутствует. Ну и заднюю часть сейчас я вам покажу. В общем, тоже вот, видите. Итак, разницу вы поняли. Эти модели коллекционные сейчас, если в отличие брать от советских, они не открывные. Для чего это сделано? Ну, во-первых, это будет удорожать модель, соответственно, если сделать здесь открывные двери. Во-вторых, не факт, что получится очень хорошо, и двери могут просто отваливаться, начать, либо еще что-нибудь происходить. Поэтому сейчас в основном делают модели глухие. Если вы хотите открывашку, так сказать, где все открывалось, то такие модели существуют, но цена у них будет очень как бы существенно большая. Плюс ко всему, открывашку хорошую, я считаю, надо брать в 18 масштабе. Вот 18 масштаб, и то делают, например, только передние двери открывные, вот как недавно я Ниву снимал, а багажник, например, и капот не открывается. Но тем не менее, там уже детализация идет намного круче, и есть что порассматривать, а эти модели все-таки вот делают такими глухими. Поэтому они не открываются. Это вот для тех, кто любит что-то пооткрывать, конечно, для вас вот технопарк. Здесь это только любоваться и поставить на полочку для, так сказать, красоты. Ну, взял в руки, посмотрел. В общем, насладился и поставил, так сказать, назад. Вчера я снимал обзор вот на эту Волгу. Это Волга 2402, тоже открывашка, открываются у нее двери, соответственно. Здесь открывается багажник. И есть у меня такая же Волга от Diagostini. Вот можно также сравнить разницу. Все-таки, когда показываешь вместе, да, более понятно, как что сделано. Ну, соответственно, вот так вот. Видите? Ну, в целом, от технопарка неплохая Волга. Единственный вот масштаб все-таки. И передняя часть мне, конечно, не очень нравится. Хотя, ну, пишите мнение свое в комментариях, что вам больше нравится. Здесь, конечно же, покрышки менее детализированы. Здесь уже как бы и протектор более сделан, да, и нижняя часть, видите, как проработана. В общем, то есть, все как, так сказать, для вас. В общем-то, ну, вроде все сказал. Не знаю, может быть, непонятно что-то объяснил. Задавайте вопросы свои в комментариях. В общем, для чего я их снимаю? Для тех, кто собирает, именно начинает моделизм, собирает технопарк. Для них я и снимаю эти модели. На самом деле, кто спрашивает очень много, я их не собираю, данные модели, я их обмениваю, либо продаю и покупаю уже модели в 43-м масштабе, но сейчас вот стал в 18-м покупать, и 24-й мне тоже привлекает масштаб. Вот, в общем-то,
И все на этом, наверное, сказать больше нечего. Есть еще вот такая зеленая у меня волжанка тоже в 43-м масштабе. Кто-то сейчас напишет, что советские модели намного были лучше. Я не спорю. Были лучше, но менее все-таки детализированы они. Я считаю, эти модели более как бы уже, ну, все-таки век новых технологий, да, более деталировка, более как бы естественная получается. В общем-то, как-то так. Кстати, есть модели, еще по моделям, есть модели 1000, это так цена еще. А есть модель, я снимал, которая стоит 145 тысяч рублей. За эту цену, конечно, можно купить настоящий автомобиль, да, бэушный, соответственно. Но вот есть люди, знающие, коллекционеры с большим опытом, которые покупают все-таки эти модели в коллекцию. Но там уже деталировка просто изумительная. Это же моделизм, такое дело, что вот именно хочется, ну, копию настоящего автомобиля у себя дома, и вот чтобы подержать в руках, вот это посмотреть, вот это посмотреть. Это же настолько интересно. Например, мы же не можем с вами взять Ладу Гранту и такие разобрать ее даже, да, посмотреть, что внутри. Ну, или, например, настоящую перевернуть, посмотреть, что у нас идет снизу. А вот у модели все-таки это можно сделать. Ну а самый главный минус данных моделей — это у моделей Технопарк то, что вы не попадете в масштаб, собирая коллекцию моделей Технопарк. Потому что, купив, например, шестерку, Волгу, вот еще, да, шестерка у меня есть, кстати, вот, посмотрите, разницу тоже сравню. Уж мерить не буду, но и так понятно, да, что разница существенная. То, что, ребята, у вас все модели будут разного масштаба. Вот это вот существенный минус. Например, купив вот эти модели, вы купите КамАЗ, который будет намного меньше этих моделей. Вот такой вот есть немножечко резонанс. Почему данные модели, ну, можно собирать, но как бы на первоначальном этапе, так сказать. В общем, но есть еще изюминки, да? Типа как четырку. Ее ведь никто еще не выпустил. Может быть, какие-то дорогие фирмы и выпускали, но там цена была за модель, по-моему, 5000 или 4000 в 43-м масштабе. То Технопарк выпустил нам вот такую радость. И это уже как бы модель для умельцев, которые переделывают модель. Да, вы знаете, много тюнинга есть. Вот ее можно запилить, и будет у вас шикарная модель. Но опять-таки, она не в 43-м масштабе. И будет у вас такой... То есть, даже если у вас будет на полке это все стоит, будет все такое, знаете, одна меньше, одна больше модель. В общем, ну как-то вот несерьезно, я бы так отметил. Еще забыл сказать, что есть же модели Вэлли. Я, в принципе, Вэлли изначально, так сказать, начинал собирать что-то, ну там даже пытался что-то докупить, там прикупить, вернее, что мне нравилось. Но в итоге перешел уже на модели в 43-м масштабе. В общем-то, все. Вот такой вот сегодня видос. Если вам понравился, ребята, то с вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем самое главное, конечно же, добра.